3 кота. Два кота. И одна кошечка. Мяу. Каратисты. Однажды котята играли на улице и увидели своего друга Сажика. Эй, Сажик, привет! Поиграешь с нами? Привет! Спасибо, но я сейчас не могу. Я иду на карате. Пока. Какой Сажик молодец! Ни одной тренировки не пропускает. Ага, он станет крутым каратистом. Я тоже могу стать крутым каратистом. Сегодня попрошу маму купить мне форму. Ты будешь заниматься карате? Здорово! Миу, 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 миу. Мама купила Коржику кимоно с белым поясом для занятий карате. Та-дам! Видали? Я крутой каратист. Хия! Ху! Уай! Тш! Ху! Вообще-то пока еще не крутой. Тебе надо сперва походить на тренировки. Да ну их! Я и так умею ногами махать. Хия! Тш! Ху! Уа! Хия! Ху! Ха! Хи! Хия! Ха! Хия! Тш! Ху! Ха! Хи! О, Коржик, ты тоже решил заняться карате? Пойдем со мной на тренировку? Не, у меня и так хорошо выходит. Это же просто. Это совсем не просто, и надо заниматься с тренером. Он поможет исправить твои ошибки. Сажик прав, надо заниматься с тренером. Тренер не нужен. В интернете полно видео про карате котят. Легкотня, я тоже так могу. Смотрите. Хей-я! Извини, Коржик, но ты делаешь совсем не так, как они. Распечатаем позы на принтере, тогда их точно повторю. Руки шире, Ху! ногу выше, спину прямее. О! Ай. Ой, да какая разница? Я все равно выгляжу круто. Хия! Нашим друзьям понравится. Коржик решил показать друзьям, какой он крутой каратист. Сейчас я выбью этот мяч ударом с разворота. О, звучит круто. Хия! Ой! Ой. Нет, нет, я сейчас. Хия! Да, костюм у тебя красивый, а прыгаешь ты так себе. Одного костюма мало, надо тренироваться. У меня тоже сначала не получался этот удар. Зато теперь... Ух ты! Круто! Значит, все дело в занятиях с тренером? Конечно, тренер учит тебя разным движениям, а потом ты их отрабатываешь. Чем больше тренировок, тем ты ближе к мастеру. А цвет пояса показывает, насколько ты крутой. Белый пояс дают новичкам, желтый – это уровень повыше. Потом идет много других поясов. Но самый крутой – это черный пояс, потому что это пояс мастера. Я тоже хочу стать крутым каратистом, как ты, Сажик. Я знаю, что надо делать. Надо ходить на тренировки вместе с Сажиком, потому что он их никогда не пропускает. И поэтому у меня уже зеленый пояс. О! Сажик, можно мне ходить вместе с тобой? Обещаю не пропускать. Конечно, можно. Коржик упорно ходил на каждую тренировку, а вскоре состоялись показательные выступления. Ура! У меня теперь желтый пояс! Да, он означает, что у Коржика все очень хорошо получается. Как же хочется получить черный пояс! Ух ты! Если упорно тренироваться, то и черный обязательно получим. Здорово! Миу, 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 миу. Так Коржик узнал, что крутого каратиста можно определить по цвету пояса. Но чтобы получить такой пояс, нужно много тренироваться. И делать это лучше всего с друзьями. Хлеб. Однажды котята решили сделать кораблики из подсохших горбушек хлеба. Посмотрим, как они поплывут. Здорово! Миу, 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 миу.
И тут к котятам зашел их друг Изюм. Привет! Привет, Изюм! А что это у вас? Мы сделали из хлеба кораблики и теперь будем их запускать. Из хлеба? Но это же еда. Не, это просто горбушки. Они уже засохли, и их все равно бы выкинули. Вот и плохо. Мой папа сам печет хлеб, и мы весь его съедаем и ничего не выкидываем. И вы никогда не делали хлебные кораблики? Если бы вы сами пекли хлеб, вы бы тоже с ним не играли. А вот мы возьмем и испечем. Что тут сложного? Это же просто хлеб. Папа Изюма согласился показать котятам, как делается хлеб, и повез их на пшеничное поле. Котятки, вот с этого поля начинается хлеб. С поля? Да, сперва это поле нужно вспахать. Затем посадить в землю семена пшеницы. А потом подождать, когда они прорастут. И после этого можно собирать хлеб? Пока нет. Сначала нужно собрать всю пшеницу вон той большой машиной, которая называется комбайн. Комбайн срезает колосья пшеницы и выбивает из них зерна. Вот. Я очень люблю запускать в зерна лапки. Попробуйте. Ну да, приятно. Но только это не похоже на хлеб. Конечно, но это пока. Сейчас мы с вами отправимся на ту мельницу, где делается... Хлеб? Нет, пока еще не хлеб. На мельнице делают муку. Такая современная мельница перемалывает очень много зерен, превращая их в муку. Но у нас есть старинное ручное приспособление. С его помощью вы можете сами перемалывать зерна. Фу, тяжело. Зерна пшеницы крепкие, но вы отлично справились. Теперь идем в пекарню делать... Хлеб? Тесто. Ой, Ну теперь-то будет хлеб. Сначала надо, чтобы тесто поднялось. А вот теперь можно лепить хлеб. И ставить его в печку. Котята потратили немало сил и теперь с нетерпением ждут, когда хлеб будет готов. А вот и наш хлеб. Теперь сделаем из него хлебные кораблики. Ну уж нет, наш хлеб не будет плавать в какой-то луже. да, хлеб для еды, а не для игры. А как же те ваши горбушки-кораблики? Мы не будем с ними играть. Правда, есть их тоже уже нельзя. Я знаю, что надо делать. Теми горбушками мы накормим птичек. Здорово! Миу-миу-миу-миу! Вот так котята поняли, что даже в простой хлеб вложено очень много труда. И всегда найдется тот, кто съест его до последней крошки. Мусор в парке. Как-то раз котята с мамой гуляли в парке и запускали воздушного змея. Котятки, вы там не устали? Может, передохнете? Я взяла ваш любимый сок. Здорово! Миу-миу-миу-миу! Когда пьете, выбросьте стаканчики вон в ту урну. О, ветер помешал. Стаканчик слишком легкий. Сейчас я его утяжелю.
просто бросить стаканчик в урну, а так ты намусорил в парке. Да ладно, дворник его подметет. У дворника и так много работы. Вон сколько листьев надо убрать. А зачем он убирает листья, если должен убирать мусор? Листья, так же, как и мусор, могут залететь куда-то, на них можно поскользнуться. Поэтому важно, чтобы и листьев, и мусора в парке было как можно меньше. Подумаешь, я бы здесь за минуту навел порядок. Раз так, давай спросим у дворника. Может быть, у него найдется еще одна метла. Мы тоже хотим. Дворник очень обрадовался, что котята хотят ему помочь. Он принес для них 3 метлы и мешки для листьев и мусора. Ой, Вот видишь, Коржик, почему не нужно мусорить. Так что постарайся найти свой стаканчик. да какой может быть вред от малюсенького стаканчика? Котята принялись старательно убирать мусор и листья. Но что-то пошло не так. Ой! Ой! Ну вот, из-за ветра ничего не получается. Да так я никогда не найду свой стаканчик. Давайте разделимся. Я и Компот будем убирать листья, а Коржик пусть ищет свой стаканчик и убирает мусор. Мы все сделали. Я думал, эти листья никогда не кончатся. Спасибо за помощь, котятки. Из вас выйдут отличные дворники. Да, только свой стаканчик я так и не нашел. Наверное, он укатился очень далеко. Смотрите, вон он. Ой, голубь застрял в моем стаканчике. Надо скорее его спасать. Не надо его гонять, котятки. Он и так напуган. Я знаю, что надо делать. Хорошая птичка. Гули, 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 гули. Коржик, снимай свой стаканчик. Что-то он не снимается, будто прилип к чему-то. Это же моя жвачка. Бедный голубь. Он так и ходил бы в стаканчике целую вечность, если б мы его не освободили. Не думал, что жвачка и стаканчик могут быть так опасны. Ну вот, похоже, в парке надо убирать не только мусор и листья. Да. Но с этим мы разберемся вот так. Миу, 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 миу. Вот так котята узнали, что мусор может доставить очень много хлопот. Но, к счастью, все закончилось хорошо. Дорожные знаки. Однажды папа и котята ехали на машине домой. Папа, а почему на табличках нарисованы стрелочки? Коржик, это не просто таблички и стрелочки. Это дорожные знаки. А зачем они нужны? Дорожные знаки помогают правильно вести машину. Они указывают, где можно ездить, а где нельзя. А этот знак что означает? Ой, что за новости? Это кирпич. Это значит, что на эту дорогу въезжать нельзя. На дороге много знаков. Я долго запоминал их, когда учился водить машину. А давайте мы тоже выучим дорожные знаки, и тогда нам не придется учить их потом, когда мы решим ездить на машине. Здорово! Миу, 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 миу. Тут можно будет ехать только вперед. А тут разворот. А тут можно сделать остановку. В прихожей можно будет ездить только по кругу. А перед кухней мы повесим кирпич, чтобы не мешать маме.
должна ехать. Но у меня знак разворота. Это значит, что ты должна развернуться и ехать к дивану. Ну хорошо. Бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип. Бип-бип. Так, тут проезда нет. Но и знак разворота тоже не стоит. Придется ехать задом. Ой, ой, ой. О, внимание, внимание! Круговое движение! Круговое движение! Все, я устала! Тут нет знака остановки. Дай мне проехать. Ой! Котятки, что случилось? О, похоже, у нас тут столкновение автомобилей. Это все из-за дорожных знаков. Мы развесили их по дому, чтобы выучить. Но ездить по знакам как-то сложно. Без них было бы проще. Ну что вы, котятки, просто вешать знаки надо с умом. И тогда они будут помогать автомобилистам, а не мешать им. Ха-ха, бип-бип. Я знаю, что надо делать. Раз папа так хорошо знает все знаки, пусть он поможет нам правильно их развесить. Отличная идея, Карамелька. На самом деле знаков очень много, но я расскажу вам про самые главные. Начнем со знака «Главная дорога». Он означает, что тому, кто едет по такой дороге, другие водители всегда должны уступать. А это знак «Крутой подъем». Подниматься вверх сложнее, чем спускаться вниз. Поэтому тот, кто наверху, должен уступить дорогу тому, кто едет снизу. Ну, а знак «Кирпич» мы повесим на дверь в туалет. Туда все же лучше не въезжать на машине. Папа и котята разместили еще несколько знаков по всему дому. И котята начали водить свои машинки, стараясь соблюдать все правила. Коржик предупреждает о том, что он производит дорожные работы. Маму пропускают на пешеходном переходе. А Карамелька регулирует движение с помощью светофора. Ну что ж, котятки, из вас выйдут отличные водители. Давайте попьем чаю, и я расскажу вам про другие дорожные знаки. Ставьте свои машинки на бесплатную парковку. Здорово! Миу-миу-миу-миу. Котята внимательно слушали, чтобы когда-нибудь стать такими же хорошими водителями, как папа. Фестиваль воздушных шаров. Однажды папа повез котят на фестиваль воздушных шаров. Какие тут красивые картинки! И все так понятно написано. Да, теперь мы знаем о воздушных шарах все. Книжка — это хорошо, но в жизни все еще лучше. Ого! Привет, дружище! О, привет! Давно не виделись! Котятки, это мой старый друг, дядя Боба. Здравствуйте! Привет, котятки! Как я и обещал, я сделал для вас шар особой формы. Воздушный шар в виде папы? Здорово! Миу-миу-миу-миу. Вот спасибо, такого я не ожидал. Я решил всем напомнить, что ты был отличным пилотом. Помнишь наш первый полет? О, такое не забывается. У нас был шар почти как вон тот. Точно! Были же времена. Времена были что надо. Я знаю, что отсюда будет идти огонь. Он наполнит шар теплым воздухом, и от этого шар взлетит. Не трогай, надо дождаться папу. Да мы и без папы все знаем по книжке. Только вот этот рычаг не помню для чего. О, шар взлетел! Что ты наделал, Коржик? Остановите его, а то мы улетим в космос.
наверное, уже высоко. Надо посмотреть. Стой, а то вдруг корзина от этого перевернется. Компот, ты же читал книгу. Попробуй спустить шар. А вдруг я что-то не то сделаю? Мы что, так будем летать до старости? Да. Наверняка нас спасут. Может, вертолетом? Или к нам сюда залезут альпинисты. А может, проткнуть шар? Он будет сдуваться, и мы приземлимся. А вдруг мы приземлимся где-то совсем далеко? Коржик, компот, карамелька! Котятки, как вы там оказались? Сейчас мы спустим вас вниз. Папа! Мы думали, что улетели высоко и далеко. Даже боялись выглянуть из корзины. Хорошо, что шар был привязан. Но вы не должны были ничего трогать, котятки. Мы думали, что уже все знаем про воздушные шары из книжки. Но в жизни все оказалось сложнее. Я знаю, что надо делать. Шаром должен управлять тот, кто раньше это уже делал. Правильно, карамелька. Например, я. А ты точно знаешь, как им управлять? Конечно! Ваш папа знает все про воздушные шары. И не только по книжкам, но и из собственного опыта. Ого! Здорово! Миу, 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 миу. Хе-хе! Вот так котята узнали, что картинки из книжки не заменят практических знаний. А во всех незнакомых ситуациях лучше, чтобы рядом были взрослые. Загадочная находка. Однажды котята искали в подвале скотч, чтобы наклеить свои рисунки на стену. А это что такое? Это точно не бинокль. Может, это можно включить? Тут нет никаких кнопок. И провода тоже нет. А может, это можно открыть? Ура! Открыл! О, да это же скотч! Скотч липкий, а эта лента нет. Непонятно. А вдруг эта штука вообще не с нашей планеты? Может, ее оставили пришельцы? Может, через эти отверстия можно переместиться на их планету? Эй, а я? Надо показать эту штуку Гоне. Он знает о пришельцах все. Точно! Миу, 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 миу. Котята отнесли загадочный предмет к своему другу Гони, который живет по соседству. Нет, это точно не от пришельцев. У них все сложнее. Должны быть кнопочки, лампочки, экраны. А здесь ничего такого нет. А может быть, эта штука прилетела к нам из далекого будущего? Перед вами портал в прошлое. Просьба ничего туда не ронять. Ой! Упс, этот объект отправился в прошлое. А вдруг эта штука из сказочного мира, и она исполняет желание? Хочу стать невидимой. Мы тебя видим. Все, мне надоело гадать. Давайте посмотрим в интернете. Папа! Мы нашли в подвале какую-то штуку и не знаем, что это. Можно мы посмотрим в интернете? Ха-ха! Эта штука называется видеокассета. Видеокассета? Ну, это как флешка, только из прошлого. Сейчас на флешку можно записать что угодно. Фотографии, музыку и даже видео. А раньше видео записывали на такие вот огромные видеокассеты. Интересно, сколько лет этой видеокассете? Вдруг на ней видео про динозавров? Давайте посмотрим.
Видеокассеты появились не во времена динозавров, а когда я был маленьким. Все равно, давайте посмотрим, что там. Как вставить ее в ноутбук? Никак, Коржик. Эти кассеты можно смотреть только через видеомагнитофон. Но видеомагнитофонов уже давно ни у кого нет. Я знаю, что надо делать. Надо спросить у дедушки. Он любит хранить старые вещи. Может, у него остался видеомагнитофон? Котята с папой приехали к дедушке, и оказалось, что у него действительно сохранился старый видеомагнитофон. Дедушка, а кто эти котята? Так ведь это же ваш папа! Это папа? А это мой брат, ваш дядя Кекс. Мы тут еще совсем маленькие. Я помню, как снимал это видео. Это же я с камерой. Я тоже помню. Я тогда приготовил свой первый торт из песка. Я так рад, что мы нашли эту видеокассету. Мы как будто попали в прошлое. И увидели маленького папу и дядю Кекса. А у меня тут много таких кассет. Давайте еще какую-нибудь посмотрим. Здорово! Миу, 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 миу. Хорошо, когда кто-то хранит старые вещи на память. Ведь благодаря им можно оказаться в прошлом. Откуда берется мед? Однажды котята приехали погостить к бабушке. Приехали, мои сладкие. Как я по вам соскучилась. Мы тоже соскучились, бабушка. Пока! 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 У меня для вас есть кое-что вкусненькое. Знаете, что в этом горшочке? Наверное, сметана? И вовсе не сметана. Там. Я знаю, там сливки. Или нет, варенье. В этом горшочке мед. Самый свежий. Садитесь, котятки, будем пить чай с медом. Здорово! Миу, 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 миу. Ой, пчела. Испугался? А чего это она разлеталась? Наверное, хочет забрать бабушкин мед. Пчела! Не трогай мед, он бабушкин. Котятки, что случилось? Мы спасаем твой мед. Пчела хочет его забрать. И сердито говорит жу-жу-жу-жу. Пчела сердится, потому что вы машете лапками. А вдруг она заберет у тебя мед? Наоборот, котятки, это я взяла мед у пчел. Как это? Они тебе его подарили? На день рождения? Или пчелы подарили тебе мед за то, что ты связала им полосатые свитера? Или есть специальный пчелиный магазин, где можно купить мед? Ой, ну и фантазия у вас, котятки. А откуда же пчелы берут мед? Они делают его сами. Если мы узнаем, как пчелы делают мед, то сможем потом и сами его делать. Главное, чтобы они нас не заметили. Они перелетают с цветка на цветок. Значит, мед есть в цветах. Не вижу тут никакого меда. А его тут и нет, котятки. С цветов пчелы собирают нектар и несут его в свои домики ульи, чтобы там делать мед. Значит, нам надо подобраться к их домам, и тогда мы увидим, как они это делают. Я к этим ульям не пойду. Там этих пчел как-то многовато. Ничего страшного, котятки. Мы с вами наденем специальные защитные костюмы. Вот, эти домики называются ульи. В них пчелы живут и делают мед. А можно посмотреть? Лучше не надо. По-моему, пчелам это не понравится.
Жу-жу-жу, а по-моему, пчела просто танцует. Правильно, Карамелька. Этим танцем она показывает другим пчелам, что нашла новое место, где есть медоносные цветы. А это пчелиные соты. Какие ровненькие. Как по линейке. Пчелы льют в соты нектар и убирают из него лишнюю воду. А дальше секрет. Это тайна? Нельзя рассказывать? Нет, секрет – это такое специальное вещество, которое пчелы добавляют в нектар, чтобы он превратился в мед. Я дам вам с собой мед в сотах, чтобы вы угостили папу и маму. А пчелы не рассердятся, что мы взяли их мед? Не рассердятся, они сделают еще. Ура, мы принесем домой мед, как настоящие пчелы. Мы медовые котята. Здорово! Жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу. Вот так котята узнали, что мед делают пчелы. И что пчелы много и упорно трудятся. И поэтому мед такой полезный и вкусный. Путешествие на поезде. Однажды вся семья отправилась в отпуск на юг. И котята впервые должны были ехать на поезде. Поезд на юг отправляется через 15 минут с 3-й платформы. О, это про наш поезд говорят. А вот и он. Здорово! Миу, 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 миу. Добрый день. Здравствуйте. Вот наши билеты. Проходите, пожалуйста. Моя комната будет, тут. Ой, извините. Коржик, комнаты в поезде называются купе. У нас купе номер 5. Ух ты! Чур, я на самом верху. Смотрите, как я сейчас туда заберусь. Поезд не место для активных игр. А что же тогда тут делать? У нас есть журналы, игры и альбом с фломастерами. Котята прекрасно провели время в купе. И им очень понравились маленькие зубные щетки и тюбики с пастой, которые выдают пассажирам поезда. Станция Котейкино поле. Стоянка 5 минут. Давайте купим яблок, а заодно подышим воздухом. А папу будить не будем, пусть отдыхает. Поезд на юг отправляется через 1 минуту. Нам пора, котятки. Ой, а где Коржик? Смотрите, вон он. Коржик, ты почему убежал? Я не убегал. Я пошел посмотреть на этот поезд. Ты мог потеряться. Наш поезд вот-вот уедет. Как он может уехать без нас? Ой, подождите! Ну вот, уехал. И папа вместе с ним. Не волнуйтесь, котятки, мы обязательно что-нибудь придумаем. А давайте догоним папу на другом поезде. А если он поедет в другое место? Может, поедем на этой тележке? Качаешь ручку, и она едет по рельсам. Я в книжке читал. Это дрезина. Вот только поезд на ней не догнать. Как я понимаю, вы опоздали на поезд. Я могу подвезти вас до следующей станции на машине. Но нам лучше поторопиться. Ой, спасибо, вы нам очень поможете. Поезда дальнего следования очень быстрые. И маме с котятами удалось догнать свой поезд в последнюю минуту. О, Еле догнали. Спасибо. Счастливого пути! Да. Папа, наверное, так волнуется.
Похоже, папа не так уж и волновался. Как же я славно выспался! Надо будет на следующей станции нам всем выйти и подышать воздухом. Ох, Котя, я боюсь, что кое-кто из котят может потеряться. Ну вот, не видать нам больше яблок. Я знаю, что надо делать. На улице мы не будем отходить от вас с папой. Честно-честно, обещаем. Ну, если так, то можно и выйти. Вот и хорошо. А сейчас время обеда. Мы идем в вагон-ресторан. В поезде есть вагон-ресторан. Здорово! Миу-миу-миу-миу! Вот так котята поняли, что путешествовать на поезде очень интересно. Особенно, если держаться вместе. Ведь вместе всегда веселее. Морские игры. Однажды Компот и Карамелька ждали в своей комнате Коржика. Ну и где же Коржик? Мне уже скучно. Подожди, он сказал, что придумал что-то интересное. Так. Вот. Теперь мы можем запускать наши водные игрушки. Ух ты, я смогу запустить свою подводную лодку. А я моего дельфинчика. Здорово! Миу-миу-миу-миу! Нашим игрушкам тут слишком тесно, даже не поплавать нормально. Это был самый большой таз, который я нашел. Можно запускать наши игрушки в ванной. Мой дельфинчик обожает плескаться в воде. А мой кораблик быстрее всех. Зато моя подводная лодка самая большая и может плавать под водой. Ой, вода вылилась на пол. Хорошо, что в ванной стены и пол не промокали. Но вода может вытекать через щель под дверью. Надо скорее заткнуть ее полотенцем. Зато у нас теперь больше места для водных игр. Раз ванная не промокает, мы можем немножко здесь поиграть. Поплыли! Давай! Я быстрее! Ой, у нас крыша протекает. Странно. Дождя нет. Ой, похоже, где-то протечка. Надо разобраться. Кисуля, в кабинете с потолка капает. И в кухне тоже. Похоже, в ванной прорвало трубу. Давай, запускай! О, кажется, там наши котятки. Ой, котятки, вы устроили настоящий потоп? У нас с потолка уже капает вода. Простите, мы думали, что вода не вытечет из ванной. Ну вот, мы все затопили. Я знаю, что надо делать. Мы больше не будем играть в морские игры, а сейчас надо скорее все убрать. Котята с родителями пытаются убрать воду тряпками, но воды слишком много. Я устал убирать воду. Пыль убирать и то легче. Взял пылесос и все. Точно, как же я забыл. У меня же есть специальный насос для откачивания воды. Ручной насос втягивает воду и по специальному шлангу отправляет ее в бочку. Теперь на полу сухо, и с потолка ничего не капает. И что делать со всей этой водой? Мы наполним ею небольшие прудики, которые выкопаем рядом с домом. И вот там вы сможете спокойно устраивать свои морские игры. Здорово! Миу-миу-миу-миу!
Вот так котята поняли, что лучше и веселее играть с водой на улице и под присмотром взрослых. Снежная битва. Однажды выпало очень много снега. Сколько снега! Ой, И он хорошо лепится. Значит, из него получатся отличные снежки. Здорово! Миу, 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 миу. Ха, берегись! Хей! ой, ой. Ой, снежки летят со всех сторон, и я не понимаю, в кого кидать. Я не хочу больше играть. Это потому, что мы играем каждый сам за себя. Надо разделиться на команды. Классная идея! Кто со мной в команду тигров? А кто в команду львов? А я не хочу играть в снежки. Я буду строить красивую башню принцессы. Башня будет высокая и изящная. У нее будет красивая крыша и мост с колоннами, по которому будет ездить карета принцессы. А я буду помогать Лапочке. Вот. А потом спрячусь от снежков и ее башни. Кстати, мы ведь можем построить крепости из снега. Да, крепость нас защитит, и мы сможем сделать много снежков. Пока тигры и львы строят снежные крепости, Компот и Лапочка лепят снежную башню. Ну все, хватит уже. Мне надоело строить. Давайте играть. Давайте. Но все время сидеть в укрытии очень скучно. Тигры, хватит отсиживаться в крепости! За мной! Отступаем в крепость! В атаку! Ой! Эй, смотрите, куда бросаете. Надеюсь, они не сломают нашу башню. Она получается такой красивой. Я уже устал бегать от снежков. Нужно придумать, как подобраться к ним незаметно. Идея! Нам нужно прикрытие. Мы за него спрячемся, и они нас не увидят. Скатаем большой ком. Тигры вперед! У тигров хитрый план. Но львы хитрее вас. Мы скатаем свой шар. Скорей! Сейчас мы подберемся к их крепости. Ой! Ура! Мы сломали крепость львов! Ой! Вы сломали нашу башню, а ведь мы ее так долго строили. Она была такой красивой. Простите, мы не хотели. Это все из-за снежной битвы. Я знаю, что надо делать. Тигры и львы объявят перемирие и помогут Компоту и Лапочке восстановить башню. Тигры и львы помогли Лапочке и Компоту отстроить башню заново, и она стала еще красивее, чем прежде. Это не башня, это настоящий дворец. Теперь мы устроим турнир по метанию снежков в честь открытия нашего дворца. Здорово! Миу-миу-миу-миу! Играть в снежки, конечно, весело, но гораздо лучше слепить что-то красивое вместе с друзьями, ведь это будет долго всех радовать. 3 кота, 3 хвоста, 3 хвоста, 3 кота, 3 кота, 3 хвоста.